Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, Таро расклад, поворот судьбы, момент перехода. И я делаю этот прогноз начала июня. Надо сказать, июнь сам по себе месяц такой переломный, планетарно, по транзитам, по стилиуму. Но где-то нам дают подсказки планеты, что вторая половина года для вас как раз очень перспективная должна быть. С чем-то вы будете теоретически, планетарно определяться или отстраивать новое качество жизни. Но жизнь никогда не бывает полностью предсказуема, помним мы это. И также порой напоминает игру в покер. Иногда нам приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот, наверное, из этого постулата исходя, давайте мы сделаем расклад, посмотрим, что для вас момент перехода. Или вот этот поворот судьбы к радости. Вот как я сказала, планетарно и отчасти к деньгам, потому что у нас рыба выглядывает из кубка нашего пажа. Это эмпатия, это приятная эмоция, это радость. В целом, это, знаете, какое-то воодушевление, душевный подъем, когда хочется творить, когда какие-то более добрые вести, хорошее настроение, оптимизм. Это все, что нам нравится. А мало ли, может быть, признание в любви, личная жизнь, все что угодно. Но вообще позитивный настрой – это хорошо. Итак, мы построим наш расклад таким образом, что первые 6 карт мы разделим как бы на 2 ряда. Первый ряд 3 карты, события ближайшего будущего или что у вас происходит сейчас и как это будет оказывать влияние или какова траектория на ближайшее развитие событий. И второй ряд из 3 карт – это отдаленные события вашего будущего. Итак, первые 3 карты – события ближайшего будущего. События отдаленного будущего. То есть это как причина и следствие. Что из чего будет вытекать или к чему это будет приводить, как будут развиваться события, обстоятельства вашей жизни. В чем риск? Давайте зададим такую карту. Как карты видят вообще? От чего вы откажетесь сами? Что для вас будет скрыто? Или, может быть, чего-то вы не замечаете? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Итак, первые триплет карт. Смотрите уже в горизонт. У вас у каждого свои тут планы. И это то, когда не хочется оборачиваться назад. По тройке жезлов первое. Это ваша уверенность, это своего рода якорь. Когда вы, может быть, тылы ваши крепкие. Есть кто, как группа поддержки или конкретный человек, поддерживает вас в ваших намерениях, целях, начинаниях. Где-то самоодобрение, безусловно. И есть интерес к чему-то, вот самое главное. И это ведь новый горизонт, это новый кругозор. У кого-то переезд, путешествие, или куда-то поездка, или когда, правда, оптимизм приходит именно потому, что либо что-то хочется изучать, либо идти вперед, либо самому развиваться, либо свои как-то возможности приложить в очень правильном направлении. И в итоге от этого тоже получить какие-то бонусы. Но самое главное, уже все, какой-то прежний ваш жизненный этап, вы к этому прошлому прочно повернулись спиной. Никогда, как прежде, вы уже себе эту фразу сказали. Что еще? И это будет обуславливать. Но, видимо, вот это тот выбор по двойке мечей, который мы делаем именно сами. От нашего правильного выбора, от выбора ориентира. Вот у нас человек как раз стоит и смотрит в горизонт, вдаль. Он ждет, когда корабль зайдет в гавань. Но кто знает, может быть, он не на этом корабле поплывет, а на другом. Нам ведь об этом еще пока не говорят. Он как остановился на мгновение для того, чтобы правильно оценить свои позиции, свои собственные бонусы, то есть что он умеет делать, как он планирует дальнейшее будущее, и перепроверить, все ли он взял с собой, чтобы в последующем сделать квантовый скачок вперед. Вот какая-то заминка, она может быть по тройке жезлов, потому что мы должны привести мысли в порядок. Чего же мы хотим? Рядом двойка мечей. Двойка мечей, да, карта сомнений и карта выбора. Но, может быть, у вас будут 2 направления, мои дорогие. У кого-то это по части личной жизни, кстати, может проиграться. У кого-то может быть такой замес, когда и личная жизнь, и работа,
и заработки одновременно, или, может быть, еще путешествие, или когда вы на пороге выбора, чем я буду заниматься. Может быть, у вас есть одно направление, которое вы хотите развивать, и есть еще какая-то работа, которая у вас предложена. Или когда есть направление, которое уже у вас опробовано, где вы профессионал, но есть и другая область, которую вы тоже не хотите бросать. Вот такой выбор, он может быть. И повторюсь, выбор внутри вас. Делаете только вы. Это то, что вы, чем вы сейчас занимаетесь. Карта башня. И, кстати сказать, это та ситуация, я часто говорю, когда мы успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, да, и после нас происходит как крушение чего-то. Может быть, если, к примеру, по работе мы говорим, вы уже, у нас ведь началось-то ведь не с карты башни, что что-то разрушено, а потом вы уже смотрите в новые берега. Обратите внимание, это имеет значение. Так вот, у кого-то из вас в ближайшее время вы получите как свидетельство или новость какая-то придет, как правильно я сориентировался в чем-то, или принял как раз вот это Соломоново решение, и, возможно, кому-то сказали нет, или от чего-то отказались в пользу чего-то другого, повернулись, по сути дела, спиной к прошлому, и где-то это прошлое, может быть, и пытается вас догнать. Но оно уже над вами не имеет никакой силы. Вы как раз себя можете поблагодарить за то, что у вас хватило мужества с чем-то определиться или внутренних душевных сил самого себя направить в какую-то или свою собственную как организацию жизни, пересмотреть, переделать. Вот есть здесь какая-то трансформация все же неизбежна, потому что карта башня. Но это более позитивный момент, когда вы свободны, когда вы вольны отстраивать свое качество жизни так, как нравится вам. Но какие-то события или обстановка вокруг вас, может быть, сама обстановка. Меня смотрят люди из разных стран. И вот то, что происходит вокруг вас, тоже может быть как по башне, ненадежно, нестабильно. Какие-то могут быть сюрпризы. Но значит, тот выбор, который вы сделали, он вам может дать как подушку безопасности, так и уверенность в собственных силах. Опять же, все сводится к тому, что вы успели таки в какой-то последний вагон уходящего поезда, и вы себя будете благодарить. Может быть, это какой-то пункт даже в вашей жизни. Но вот это самоодобрение у вас будет на высоте, потому что вы правильно оцениваете очень реалистично обстановку именно вокруг вас. И это будет очень важно. Давайте отдаленное будущее. Да, есть еще карта Луна, 1000 неопределенностей. У кого-то из вас это будет действительно переход к работе на самого себя. Или удаленная работа тоже на самого себя, либо каким-то образом вы можете больше находиться дома. Или какая-то возможность для вас оставаться в каком-то безопасном месте. Вот такое тоже может проиграться, с учетом всего того, что я прежде только что сказала. По карте Луна решаются вопросы, или вы на что-то согласитесь, может быть, вам сделали предложение, кто знает. Или вы сами сделали предложение. По карте Луна как раз с плюсом проходит наша личная жизнь и новые перспективы. И когда мы обустраиваем свое домашнее хозяйство, делаем более комфортным наш дом, наше жилище, куда нам хочется возвращаться. Или, опять же, организуете на дому свое рабочее место. То есть либо вопросы дома, вопросы, повторюсь, эмпатии, любви, чувств, взаимоотношений. Это все со знаком плюс. Но сказать, мои дорогие львы, должна, с учетом карты башня, берегите себя. Не соглашайтесь на какие-то мутно-скользкие ситуации или на людей, которые вас пытаются увести куда-то обещаниями или как на первый попавшийся вариант. С учетом тройки жезлов вариантов может быть много, или каких-то предложений вдруг откроется много, а для вас будет задача быть реалистом и не поставить себя под удар, суметь просчитать на пару шагов вперед какую-то ситуацию. Вот как по карте Луна,
не совершить какую-то ошибку, мои дорогие. Вот будьте все же внимательны. И тогда у вас все как раз сложится с большим плюсом. Слушайте свою интуицию. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие львы и львицы, вот весь вот этот вот триплет из карты Луна будет говорить, что ты сейчас чем-то одним займешься, как пробу пера сделаешь, а потом ты снова окажешься перед выбором, и вот этот выбор тебе будет делать просто сложнее с учетом аркана Луна, когда меньше будет каких-то определенностей или изменяются так в последующем обстоятельства, когда вы, с одной стороны, благодарите себя за что-то в одном контексте или в одной области с одним вашим решением, но есть еще другое, который как вопрос не закрыт, или он уже более новый, он появляется. Может быть, опять же, это касается обстановки. Нам ведь не говорят про конкретную сферу жизни, потому что старший аркан – это то, что приходит извне. И уже вот мы с тем, что приходит извне, должны как-то провзаимодействовать. Ну, давайте посмотрим тогда дальше. Вот из этой двойки мечей прекрасная двойка кубков, карта любви. Правда, с учетом карты Луна, я бы сказала так, вопросы личной жизни. И большего душевного спокойствия, равновесия, интуиция ваша работает. И это вам в целом создает хороший фон, не беспокоиться. По двойке кубков это те люди, которые о нас заботятся. Которые и мы где-то готовы, но и человек готов взять ответственность за вас. Когда двое берут ответственность друг за друга, и при этом двойка кубков говорит о той искренности или о тех отношениях, о той любви, когда не нужно слов. Люди понимают друг друга с полувзгляда, пожалуй, так. Личная жизнь будет точно не на последнем месте. У вас все встанет по местам. Что-то доброе, хорошее, светлое, ведь все-таки любовь. И вы вот в эту башню просто закрываем дверь в прошлое конкретно. От всех башней, от всех каких-то неурядиц. Да, не говорят по десятке мечей, что это сделать легко. Может быть, карта подсказывает нам, ты не должен повторить какую-то прежнюю ошибку. Я так больше вижу на что-то согласиться, себя подставив под удар. Может быть, поэтому будьте внимательны, замечтаться тут определенно нельзя. И даже при том, при всем, что много возможностей. Может быть, даже, знаете, как чувство азарта к жизни, когда вот, правда, был у меня какой-то период либо ни шатка, ни валка, либо он походил на какие-то бесконечные серые будни. А вот здесь что-то приходит в движение. И жизненный драйв, он сам по себе завораживает. Но он не должен заворожить настолько, чтобы потерять связь с реальностью. Для вас это будет важно. И важно также не оглядываться назад. Давайте мы узнаем, в чем же риск. Карта харизматичного лидера. Вы знаете, вас действительно на какой-то пафос могут купить или попытаться налезть, мои дорогие львы. Заворожить каким-то планом или ну, добавить вам таких приятных каких-то эмоций или не обязательно про любовь. Нет. Тут может быть по работе. Король жезлов – это про работу у нас. Где-то через работу могут быть те ситуации, когда да, вам этим нравится заниматься. И мы теряем связь с реальностью, потому что король жезлов – это идея, но действий никаких. Может быть, и будет конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, как и вы, Овен, Лев, Стрелец или с асцендентом, и какие-то взаимоотношения. Но риск в том, что наш жезловый король не говорит, что он готов включиться в решение какого-то вопроса. Он скорее себя ведет, ну, несколько как обособленно, что ли. Он готов давать советы, к примеру, или как раз вести за собой людей. Но я не могу сказать по этой карте, что кто-то готов взять ответственность. Поэтому тут вот это почему я говорю по работе. Не чего-то не прошляпить того, что может выглядеть красиво, а по факту оставит вас один на один с какой-то ситуацией. Это все здорово, какие-то проекты. Но если мы говорим про риск, то есть, ну, просто будьте, слушайте интуицию, вот, кстати, она вам будет помогать, это факт. Куда ваше шестое чувство ведет, в каком направлении. Это тоже можно доверять этому, по крайней мере, больше,
главное успеть это прослушать или прочувствовать, чем каким-то обещанием другого человека. Будьте реалистом, все же так. От чего вы откажетесь сами? Вот замечательно. Тройка мечей. От разочарования, от предательства, от какой-то сложной истории. Вот рядом у нас десятка мечей, когда мы закрываем прошлое дверь, и действительно вы закрываете. Но вот этот опыт, который идет по тройке мечей, это то, что было прежде. Теперь эта ситуация у нас не проигрывается. Ну, может быть, вы сталкиваетесь с какими-то людьми, которые вам добавили таких эмоций, но это уже только лишь для того, чтобы окончательно уже проститься или завершить какие-то отношения де юре, например, или еще какие-либо отношения по части, может, документов. Ну, тут самая разная может быть история. Вас это не ранит, вас это вообще никак не цепляет. Но карта нам о чем говорит? Да, это уходит из твоей жизни. Эмоции, все, их уже нет вообще никаких. Но опыт, ситуация, она должна остаться, чтобы ты в какую-то ловушку не попался. Еще раз, как будто пространство и время может дать такой нам жизненный урок, насколько ты выдержишь. Ну вот поэтому будьте все же аккуратны. Что скрыто? Королева мечей. Может быть интересная женщина, которая, кстати, вот конкретно женщина, все же про образ у нас Юдифии, когда, как известно, Юдифь отрезала, так отрезала. Это очень продуманный человек, который рассчитывает сам на себя и который вам не скажет правды никогда. Благодаря этому, собственно, Юдифия смогла осуществить то свое намерение, ради чего она попала в историю, можно сказать. Поэтому это вы столкнетесь с тем человеком, который буквально очень привлекателен, красив. Может быть, это будет как новый руководитель или человек, у которого есть какие-то идеи, человек, который к себе располагает, который обладает большим интеллектом, он вас притягивает. Вот именно как и интеллект, так и есть какой-то магнетизм. Но он вам ничего не расскажет от начала до конца. Вы ни о нем ничего не узнаете, и есть какая-то загадка. Вам придется, может быть, и взаимодействовать с этим человеком, что скрыто, или какую-то новую с ним стратегию общения. Может быть, это вообще новый человек, мои дорогие. Конечно, у кого-то банально может проиграться, что вам потребуются новые знания, и вы пойдете учиться. Именно для того, чтобы какая-то сфера в вашей жизни была более прояснена. Вы сами тоже можете от чего-то отказаться, кстати. И если мы вот энергетику смотрим, что скрыто? Вполне вероятно, я вот уже сказала, вы делаете один выбор, участвуете как будто в чем-то, а в последующем меняются либо обстоятельства, либо меняетесь вы сами или ваши планы. И вы в последующем, ну, либо работу еще раз поменяете, либо вы по своему бизнесу как-то будете делать коррекцию и отказываться от тех направлений, которые не работают или, ну, не приносят вам дохода, или были ошибочны. Все же по королеве мечей мы избавляемся от того, что нам мешает. И поэтому вот эта карта может говорить еще и о том, что где-то не строй очень долгоиграющих планов. У тебя еще что-то продолжит меняться. Что будет радовать? А вы знаете, мои дорогие, у кого-то ведь из вас может проиграться как новая должность, а вообще у нас пара. И поэтому у кого-то может быть и новое знакомство. Может быть, какой-то ваш прежний жизненный опыт превратил вас вот в такую королеву мечей, которая тоже все, что я перечислила, как и вы где-то, умеет, ну, если это в ваших целях самосохранения, в вашу пользу, не рассказывать о себе много или умеет хранить чужие тайны, умеет работать с информацией. Вы можете где-то встретить такого человека, который вам подстать. Ведь это два сильных человека, в принципе, вообще. Да, у кого-то, что будет помогать конкретно, когда вы все оформляете документально. Если вы узнаете что-то о своем здоровье,
к примеру, вас беспокоит что-то, то это не должно остаться на уровне ощущений и эмоций. Нужно объективно пройти обследование. У кого-то стоматология, например, и это уже есть конкретика. Или если есть какие-либо вопросы, которые касаются людей, которые наделены властью. Или, может быть, у кого-то это как налоговая, или люди в погонах, вот может быть такое тоже проигрывается. Может быть и юристы, суды, тут ведь у каждого по-своему. Но тогда вы тоже должны сделать что-то наверняка. Если вы по работе определяетесь, то тогда, будь то это ваш бизнес, будь то вы наемный сотрудник, вы тоже должны документально все как-то предусмотреть. Не должно быть ни сучка, ни задоринки. В отношении вас вы должны быть вот кристально как-то не неприкасаемый, я могу сказать так. Поэтому перепроверяйте какие-то документы. Но вообще, если мы говорим пара, у кого-то, если мы так скажем, может быть новое знакомство, это вы в других энергиях, в новом качестве, и вы сталкиваетесь с человеком, который вам тоже может быть чем-то интересен и полезен. Кто знает, может быть, какая-то дружба у вас завяжется, и в последующем вам это будет помогать при решении ваших каких-то вопросов. Нам не говорят о любви, но все же пара. И мы ведь смотрим на неопределенный период. У кого-то это может в последующем быть развитие отношений, и кто знает, что там еще нам приготовит, какой поворот судьбы приготовит нам Вселенная и пространство. Поэтому интересный период жизни, мои дорогие львы и львицы, скучать вам будет некогда. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.